Сегодня организации пациентов с болезнью Niemann-Pick поступил телефонный звонок от семьи. Семейная ассоциация пациентов с болезнью Niemann-Pick. Чем я могу помочь? Мы ждем результатов анализов, чтобы узнать, нет ли у моего 5-летнего сына болезни Niemann-Pick, но я хотела бы узнать, что это такое. Болезнь Niemann-Pick или НП представляет собой подгруппу, насчитывающую более 70 наследственных патологий, называемых лизосомными болезнями накопления. Существует 3 типа болезней Niemann-Pick, а именно НПА, НПБ и НПЦ. При этих заболеваниях часть наших клеток, называемая лизосомами, выходит из строя. Что такое лизосома? Лизосома – это специальные ячейки, находящиеся внутри клеток нашего организма. Лизосома – это центры утилизации и переработки продуктов жизнедеятельности в клетках, содержащие ферменты, которые расщепляют большие молекулы. Что происходит, когда лизосомы не работают должным образом? Продукты жизнедеятельности накапливаются внутри лизосомы, что приводит к появлению симптомов. НПА и Б вызываются дефектом в ферменте, называемом кислой сфингомиелиназой, которая расщепляет гидрофобную молекулу, называемую сфингомиелином. Таким образом, сфингомиелин накапливается при обоих типах заболевания. НПЦ вызывается дефектами в 2 белках, называемых НПЦ1 и НПЦ2. Белок НПЦ2 связывает холестерин и переносит его к белку НПЦ1, который помогает гидрофобным молекулам покидать лизосомы. Если какой-либо из белков поврежден, гидрофобные молекулы накапливаются. Как вы можете отличить эти 3 типа заболевания? У пациентов с НПА и Б увеличены печень и селезенка. У пациентов с НПА и С также развивается нейродегенерация. Пациенты с НПЦ испытывают трудности с глотанием, координацией, речью, а иногда у них бывают судороги. Диагноз основан на симптомах и может быть подтвержден с помощью генетического теста. Таким образом, эти заболевания передаются по наследству. Вы не могли бы рассказать мне больше? Что же, у нас есть 2 копии генов, по одной от каждого родителя. Болезнь НП является аутосомно-рецессивной. Ребенок пострадает только если он унаследует мутантную копию от обоих родителей, вероятность чего составляет 1 к 4 при каждой беременности. Наши гены содержат инструкции по производству белков в организме. Мутантный ген будет кодировать дисфункциональный белок. В каком возрасте обычно появляются симптомы? Симптомы НПА проявляются в младенчестве, а симптомы НПБ, как правило, в подростковом возрасте. Симптомы НПЦ обычно проявляются в детстве, хотя болезнь может развиваться и в старшем возрасте. Какие методы лечения доступны? Все эти типы заболевания поддаются симптоматическому лечению. Судороги можно купировать медикаментозным способом. Некоторым пациентам может быть полезна физиотерапия и диета. Для лечения НПЦ одобрены 3 препарата. Заместительная ферментная терапия прошла клинические испытания и недавно была одобрена для НПБ. Я очень рад, что вы позвонили. Наша организация может помочь вам получить доступ к точной информации и квалифицированной консультации специалистов, информация о новейших исследованиях и клинических испытаниях. Мы предоставляем поддержку психического здоровья и благополучия, возможности связи с другими пациентами, возможности для участия в научных исследованиях. Я свяжусь с вами, как только мы получим результаты обследования. Разговор с вами уже помог мне почувствовать себя лучше. Спасибо. Пожалуйста, перейдите по ссылке, чтобы принять участие в коротком опросе и оставить отзыв, а также связаться с организациями поддержки. Создание этого видео стало возможным благодаря финансированию фонда Wellcome Trust. Вместе мы можем достичь перемен.